Эх, какие же мы стали зависимые от электричества. А вот когда его стали выключать, то жизнь как будто изменилась. И нужно было срочно что-то решать. Покупать какой-нибудь EcoFlow – это не наш метод. Поэтому будем собирать своими руками. Начнем по порядку. Самый важный ингредиент – это аккумулятор. Они бывают разные, очень разные. Но сделать выбор нужно. Я долго решался между литием и железофосфатным, но цена лития подкупила. Знаю, что они горят, однако причины эти известны и можно их избежать. Итак, что может вызвать пожар? Первое – это механическое повреждение, исключаем. Далее это замыкание ножек, думаю, тоже можно исключить. Теперь перезаряд. Вот тут нас будет спасать БМС, которая в случае перекоса напряжения просто отключит зарядку. Экономить на БМС не стоит, стоимость сгоревшего дома будет все равно выше. Узнали про аккумуляторы, теперь нужно выбрать форм-фактор. Тут тоже куча вариантов, но я остановился на пакетах с плоскими выводами. С ними я еще намучаюсь, но про это позже. Также нужно определиться с напряжением сборки. 12 вольт отпадает сразу. 24 вроде неплохо, но лучше больше. А вот 48 вольт – это, скажем так, золотой стандарт. На таком напряжении много что работает, и это облегчит поиск компонентов. Следующий по важности – это инвертор. Тут тоже выбор огромный. Но мы знаем примерное потребление, при котором можно пользоваться приборами. Поначалу я взял инвертор на 2 кВт и 4 в пике. Однако частному дому не хватает такого. Иногда при включении нагрузки был бросок тока, и инвертор уходил в защиту. Поэтому был приобретен более мощный инвертор, который способен выдать 4 кВт долговременно и 8 в пике. На нем и остановимся. Пару слов про инверторы. Советую брать из такой линейки, как у меня, на аморфном трансформаторе. Они бывают и на меньшую мощность, так что выбор есть. Их преимущество в том, что ток холостого хода ниже, чем у обыкновенного, а значит КПД выше, что даст проработать от аккумулятора еще дольше. Вот вам наглядный пример с токами потребления разных инверторов. Аморфный потребляет примерно 19 Вт на холостом ходу. Это много, но по сравнению с обычным на меньшую мощность разница видна. Тут почти 40 Вт холостого хода, что прям совсем плохо. Есть еще один совсем маломощный инвертор. Так вот он потребляет столько же, сколько 4 киловаттный инвертор. Так что обращайте на это внимание. Отдать энергию мы смогли, но нужно ведь ее еще и принять. Покупать зарядку для электровелосипеда на 48 вольт – это глупо, так как цены там космические. А вот взять блок питания с сервера с ограничением тока – это решение. Правда, они уже бэушные, но состояние вполне годное и послужат еще долгое время. Такие блоки бывают самых разных видов, марок и так далее, но я думаю, сможете найти без проблем. Я протестировал два разных варианта, и оба показали себя вполне неплохо. Теперь БМС. Ее роль не только отключить зарядку при перезаряде, но и выключить при переразряде или при коротком замыкании. Также она балансирует заряд между ячейками, чтобы они всегда были примерно на одном уровне. Взял вот такую БМС, сначала на 100 ампер, но потом, когда приехал другой инвертор, пришлось купить на 150, а ту выложил на продажу. БМС стандартная, с Bluetooth, что дает полную информацию про батарею. Есть куча настроек параметров, чтобы сделать все под себя. Итак, все заказано, ждем посылки. А пока можно рассказать про спонсора данного ролика. Китайскую компанию по производству печатных плат PCBWay. Услугами данной компании я пользуюсь уже очень давно. И всегда был доволен конечным результатом. Для заказа плат нужно совершить пару кликов. Загрузить Гербера на сайт, выбрать необходимые параметры и сделать покупку. А через пару недель получить готовые платы. Качество таких плат позволяет делать свои самоделки на уровне заводских изделий. Спустя время начали приезжать посылки.
Аккумуляторы приехали в здоровенной коробке и хорошо упакованы. За это респект. Начал думать, как их подключать. Самый простой способ – это сделать отверстие в контактах и подключить туда провод. Все бы ничего, но проблема в том, что у аккумов один вывод медный, а второй алюминиевый. А медь и алюминий нельзя контачить. Но зато можно алюминий и олово. Поэтому решение простое. Берем медную пластину, режем ее на части, сверлим отверстие, а потом лудим, там, где будет контакт с алюминием. И все, решение простое, но рабочее. В самих аккумах тоже нужно сделать отверстие. Это Боль в моя дырка задница. Их нужно сверлить. Делать это нужно очень аккуратно, так как в любой момент может закусить. Кто-то скажет, что есть же просекатель для гипсокартона, можно им. Но увы и ах, им я тоже пробовал. Но вместо отверстия получаю кратер от метеорита. Короче, так делать не рекомендую. Хотя если доработать устройство, то может что-то получиться. Сделали отверстия на всех аккумах. И теперь настало время собирать. Буду крепить на винты М4 и среднюю шайбу. Этого должно быть достаточно для хорошего контакта. Пару слов про провода. Минимальный допустимый провод это 4 квадрата, лучше 6. Также я решил для увеличения защиты на все провода повесить дополнительную изоляцию в виде трубки ТКР. Теперь можно не бояться, что провод нагреется, расплавится и закоротит между собой. В качестве основы я решил взять доску и в ней сделал две ручки, чтобы удобно было переносить. Конечно, металлический корпус тут бы подошел лучше, но результат нужен был здесь и сейчас, поэтому говно и палки. Винты садил на фиксатор резьбы. Не знаю даже зачем, просто потому что он у меня был. Собирал я примерно часов 5, пока все пролудишь, пропаяешь, слой за слоем. К середине стало страшно и начал обматывать контакты, чтобы случайно их не зацепить. По итогу получилась батарея 13S2P общей емкостью в 130 Ах и 6 кВт мощности. Такой батареи хватает на 12 часов умеренного потребления, а на большее время свет не выключали. После сборки важно проверить, нету ли где плохого контакта. С помощью тепловизора это сделать очень просто. Зарядка дает почти 30 ампер току, и у нас греются только провода. В принципе ничего критичного. Если увидите в каком-то месте перегрев, советую сразу же его устранить. По поводу настроек БМС. Тут указываем характеристики нашей батареи. Ток заряда, ток разряда, минимальное напряжение до отсечки, ток балансировки, ну и можно тестировать. Дом я подключил через свою схему, которую показывал в прошлом ролике. Там писали, что будут какие-то выбросы и прочее, ничего такого не замечал. Переключается резво, особенно обратно на городскую сеть. Некоторые приборы даже не замечают этого скачка. По такому принципу я собрал аккумы и своим друзьям. Правда на меньшую емкость. Но даже 3 кВт достаточно для нормального существования в моменты отключения. Для повышения ресурса желательно заряжать аккумулятор не на 100%, что даст больше рабочих циклов. А значит и прослужит данная конструкция не 3-4 года, а около 5. Ну и как всегда, спасибо, что смотрите, и до новых встреч. If I stay, will you stay? If I go, will you go? If I pay, will you play? Do you know what I know? Do you love? Do you